8 ноября состоялось заседание комиссии по проверке готовности объекта к эксплуатации. Речь идет о завершении глобального проекта реконструкции объектов второй очереди ЧС, а именно усиление и герметизация строительных конструкций, которые выполняют функции ограждающего контура НБК. До начала работ было демонтировано десятки тонн технологического оборудования и металлоконструкций, удалены и вывезены сотни кубометров бетона. При реализации проекта были созданы необходимые строительные конструкции, проведена реконструкция всех существующих систем действующего ограждающего контура и систем контроля объекта укрытия, в том числе системы вентиляции, пожаротушения, управления и ряд других. Проектирование данного объекта было выполнено подрядчиком консорциум КСК в составе 3 украинских организаций. Это Киевский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт «Энергопроект», Институт строительных конструкций и Институт проблем безопасности атомных электростанций. Проект был выполнен в очень сжатые сроки и на достаточно высоком уровне. Работы выполнялись в графике, не было никогда задержек в начале работ по какому-то из участков работ. И этому надо отдать должное той проектной команде, которая работала на проведении предпроектных исследований, подразделениям нашего предприятия, которые активнейшее участие принимали в подготовке исходных данных, поскольку в первой, так и второй очереди главного корпуса в зону строительства попадали действующие системы, которые требовали первое учета в проектной документации. Должна была четко сохранена функциональная способность по завершению строительства. И все эти работы были успешно завершены. Была так называемая программа ускорения. Это достаточно жесткие сроки. Необходимо было выдать стены для установки анкеров герметизации. Это западные и восточные торцы машинного зала, аналогичные по дераторным этажеркам и блоку ВСРО. Работы были сданы вовремя, анкеры установлены, надвижка арки состоялась в намеченные сроки. Это действительно величайшая заслуга нашего подрядчика, это отличная работа группы управления проектом строительного подрядчика. И хочу отметить, что все работы, которые выполнялись строительным подрядчиком, четко была организована работа группы авторского надзора за ведением надзора за строительством, технический надзор строительной службы, без выходных, без праздничных дней. Надзор выполнялся действительно круглосуточно. Позвольте, уважаемые господа, уважаемые коллеги, поблагодарить всех участников подразделений, которые участвовали в ходе этого строительства. Это подразделения кураторы, это курат строительства, строительная служба и другие подразделения. Работы по данному многопрофильному проекту выполнялись силами подрядных организаций, а также персоналом подразделений станции. Ввиду близости разрушенного аварии реактора 4-го энергоблока, все работы проходили в сложных радиационных условиях. Весь персонал, который был задействован, проходил специализированную подготовку, а состояние здоровья всех работающих на проекте контролировалось программой «Биомед». За время реализации проекта было обследование 2500 человек. Более 1500 человек работали над реализацией этого проекта 1434 дня в 3 смены. Объем работы был выполнен колоссальный. Это 11 400 уложенного бетона. Вот на минуточку себе задумываемся на этой циферке. Это вереница миксеров от бетонного завода до объекта укрытия, если их выстроить в одну линию сразу все машины. 1450 тонн арматуры уложено. Ну, достаточно большой объем работы выполнен, но я хочу сказать, что нам было очень комфортно работать с заказчиком, с цехами. Вопросы, возникающие в ходе выполнения работ, решались очень быстро. Что касается внесения изменений по каким-либо причинам в проектную документацию, что касается решения вопроса именно непосредственно по выполнению физических работ. Поэтому мы готовы еще на таком проекте поработать, с таким объемом. Нам было очень приятно с вами работать. This has been an incredible project. Это был невероятный проект. I think
Я думаю, все мы были свидетелями очень-очень сложных условий, в которых подрядчик и все остальные участники проекта должны были выполнять эту работу. Еще в феврале 2016 года я привез группу специалистов очень высокого ранга из Бехтел, специалистов в области строительства, которые должны были оказать нам свое содействие и помощь. Они видели очень много различных сложных строительных проектов. Но когда они завершили свой обход рабочей площадки, и когда они подготовили уже отчет по его результатам, первый комментарий был: это самые сложные условия для выполнения работ, которые они когда-либо видели. Очень хочу отметить тех людей, которые разрабатывали стратегию выполнения работ. Я хочу отметить отдельно одно достижение в рамках этого проекта, которое стоит особняком, это подготовка поверхностей вовремя для обеспечения работ по надвижке арки. Я думаю, что у нас очень редко бывает такая работа, выполнение которой верит очень мало людей, которые считают, что вряд ли ее можно сделать. Все находящиеся в этом помещении, все причастные к выполнению этого проекта, они могут очень сильно гордиться той работой, которая была выполнена и которая обеспечила и подготовку поверхностей к надвижке, и выполнение всего оставшегося объема работ по этому проекту. Общие итоги совещания подвел начальник строительной службы ГСПЧС. На сегодняшний день исполнительных документаций скомплектовано на 100%. Однако мы перед подготовкой заявления в ГАСИ еще раз делаем контрольную проверку исполнительной документации, еще раз ее проверим. Дальнейшие шаги работы с инспекцией, то мы подготовим заявление на выдачу нам сертификата и уже после заявления вступим в непосредственный диалог с государственной инспекцией для отримания сертификата, который даст нам право на эксплуатацию этого объекта. Несколько слов скажу по остаточным работам. Строительно-монтажные работы завершены все. Осталось те работы, которые, в общем-то, не относятся к категории строительно-монтажных работ. Это такие работы, как демобилизация, очистка площадки, удаление отходов, пылезакрепление, дезактивация при необходимости. Это как раз те вопросы, которые сегодня поднимались на вашем оперативном совещании. Подготовка итогового отчета по оценке безопасности, ну и ряд других документов, которые необходимы в будущем для ГИРУ, для отримания дозвола на эксплуатацию. Перед подписанием акта проверки готовности объекта к эксплуатации директор технически еще раз отметил профессиональную работу всех исполнителей этого грандиозного проекта. Условия, в которых эти работы выполнялись, наверное, близко сопоставимы с теми условиями, которые были в 1986 году. По радиационной обстановке, по мощности гамма-излучения, по бета-загрязнению. Но только тогда это была ликвидация аварии. И как бы не все правила соблюдались, а в некоторых случаях правил просто не было. А сейчас это была нормальная, запланированная работа в очень тяжелых условиях, которая, я считаю, была достойно выполнена всеми участниками. И качество проекта, и как мы его по ходу корректировали, и работы подрядчика, консорциума, и управление проектом. Ну, я надеюсь, и представители заказчика в лице кураторов от подразделений тоже достойно отработали. Поэтому всем еще раз огромное спасибо. Считаем, что объект строительством завершен. Ну, конечно, последняя точка это будет, когда мы получим сертификат. И вот тогда уже можно будет точно сказать, что объект завершен. Ну, я думаю, что это формальность, которая просто требует определенного времени и усилий. Ну что тогда, приступаем к подписанию акта. Представители заказчика, проектанты, подрядчики и представители надзорных организаций подписали акт проверки готовности объекта к эксплуатации.